Глава 246. Открыв глаза, Селянь обнаружил себя лежащим на полу. Он находился в незнакомом помещении и чувствовал себя весьма озадаченным. Ведь он же совершенно точно занимался тренировками в монастыре Хуанси на горе Тайцан. Как он мог оказаться здесь, слегка недоумевая, принц поднялся и сел. Затем увидел, что одет в простой монашеский халат, даже слишком простой, настолько, что походил в нем на простолюдина. Да и материал оставлял желать лучшего, настолько грубый, что неприятно было ощущать его на своей коже. Селянь нахмурился и решил встать на ноги, но едва поднялся, как почувствовал еще больше неприятных ощущений в теле. Поясницу ломит, ноги ноют, мышцы живота болят, шея затекла. Неужели по этой причине он и пролежал всю ночь на полу, чтобы охладиться немного, быть того не может? Он ведь не настолько нежен. Где же Фэн Синь и Му Цин? Вспомнив о них, Селянь позвал Фэн Кхэ. Горло тоже чувствовало себя не лучшим образом. Он вспомнил, что вчера вечером Фэн Синь и Му Цин снова поссорились из-за сущего пустяка, да так расшумелись, что принц не мог сосредоточиться для медитации, поэтому Селянь велел им выйти и поиграть в слово. Под звуки того, как эти двое, стиснув зубы от всепоглощающей обиды, обменялись примерно 200 фраз, на принца накатила дремота, и он лег спать. Но почему же, проснувшись, он очутился в столь невообразимом месте, что повергло его в полнейшее замешательство? Держась за стоящий рядом стол, Селянь наконец встал и огляделся по сторонам. Должно быть, он находился в комнате постоялого двора, но обыкновенно принц не останавливался в подобных местах, а если бы и решил остановиться, то не выбрал бы настолько неприкрыто экономный вариант. Руки и ноги принца не были связаны, дверь оказалась не заперта, следовательно, его никто не удерживал здесь насильно. Ну а если кто-то или что-то напало на него, то для чего бросило здесь? Чем дальше Селянь размышлял, тем более странным ему казалось собственное положение. Но самым странным все же было его физическое состояние. Превозмогая тянущую боль в руках, принц снял верхнее одеяние, чтобы осмотреть себя на предмет ранений. Однако стоило ему раздеться и опустить голову, лицо Селяня мгновенно потеряло краски. От живота к груди кожу сплошь покрывали красные следы явно романтического происхождения. На кожу, которая в бледности могла сравниться с нефритом цвета бараньего жира, словно целым ворохом бросили лепестки цветов, распустившихся алым цветом, столь ярким, что принц, вне себя от изумления, бросился к зеркалу. Так и есть. Эти следы были не только на груди и животе, на шее тоже, и на спине. Селянь не решился снимать штаны и продолжать осмотр. Ему все стало ясно. За то время, что принц по какой-то причине провел в забытии, кто-то лишил его целомудрия. Впервые в жизни Селянь ощутил на себе, что такое земля ушла из-под ног, но все-таки с трудом остался стоять. Когда-то давно от прислуживающих ему дворцовых служанок принцу приходилось слышать страшные истории, что ходили за пределами дворца. О каких-то бесчестных демонах из разбойничьих притонов, грабителях и насильниках, которые опаивали девушек снадобьем и вершили свое черное дело. Но ведь, схватившись руками за голову, Селянь пробормотал: «Но ведь я мужчина». Сейчас принц выглядел так, что больно смотреть. Помимо следов от поцелуев и чересчур сильно сжимавших тело пальцев, присутствовали также укусы на крайне смущающих местах. Селянь закрыл лицо руками, чувствуя, как к голове приливает жар, а остальное тело холодеет. Неожиданно принц вспомнил об одной крайне важной детали и подумал: дело плохо, путь самосовершенствования, избранный принцем, категорически исключал плотские утехи, и теперь выходит, что он нарушил обет. Селянь второпях попытался применить магию, а как попробовал, так сразу убедился, у него действительно нет магических сил. Он привык всегда хранить невозмутимость, но в подобных обстоятельствах оказался на грани срыва. По неведомой причине, проснувшись, принц обнаружил себя в подобном состоянии. Фэн Синь и Му Цин исчезли, а еще кто-то неизвестный каким-то образом взял и, покуда Селянь ничего не осознавал, лишил его невинности. И как тут не сойти с ума?
Спустя довольно долгое время Селянь так и не смог принять сей факт, в его душе воцарилось полнейшее смятение. Но ведь нельзя было вот так оставаться здесь, пришлось подобрать одеяние с пола, второпях одеться и выйти с постоялого двора. По дороге никто не задержал его, тогда Селянь вздохнул с облегчением, не замечая странностей ни в строениях вокруг, ни в одежде прохожих, ни в говоре, с которым звучали их речи. Но, возможно, под влиянием дурных мыслей, принцу все время казалось, будто все видят, что с ним произошло, смотрят на него странными взглядами, отчего ему хотелось идти все быстрее. В результате Селянь и вовсе бросился бежать, ворвался в лес и нанес удар кулаком по дереву, отчего ствол с хрустом разломился. «Подлец!» — в гневе выкрикнул Селянь. Он хотел было осыпать того, кто с ним это сделал, самыми злостными проклятиями и последней бранью, но только и смог выудить из памяти «подлец», «негодяй», «мерзавец». Погасить пламя, полыхающее в душе, никак не получалось, и принца охватила жуткая досада. Но ведь не мог же он залиться горьким плачем, приходилось лишь молча наносить удары. Бум-бум-бум-бум-бум, за раз переломав несколько десятков больших деревьев, принц наконец добился того, что местный дух земли с рыданиями выполз на свет и схватил его за ногу с мольбами: «Ваше Высочество! Ваше Высочество, прекратите избиение!» Душу селяня заполняло пламя гнева, однако когда этот старичок выскочил из-под земли, принц удивился, увидев перед собой явно нечеловеческое существо. «Кто ты такой, старенький дух?» — размазывая слезы, простонал: «Я здешний дух земли, Ваше Высочество. В этом лесу я намерен доживать свой век. А если вы, почтеннейший, продолжите ломать деревья, мне нечем будет питаться». Селянь подумал, что случившееся с ним все же других не касается, и нельзя безрассудно срывать на них свой гнев. Кроме того, какого бы низкого ранга ни был чиновник, он ведь тоже божество, да еще и такое старое, значит, требует к себе уважения. С этими мыслями принц заставил себя умерить пламя гнева, опустить руки и смягчить тон: «Прошу меня простить, я поддался эмоциям. Куда же это годится? Сколько деревьев я сломал? Я все возмещу». Дух земли, отпустив ногу селяня, торопливо отказался: «Нет, нет, 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 не стоит, не стоит. Разве я могу просить вас об этом? То, что вы, почтеннейший, заговорили со мной, уже большая честь для маленького духа». Селяню его слова показались странными. Ведь что ни говори, а этот дух земли тоже являлся божеством, к тому же выглядел явно старше самого принца. Почему же он его так испугался, да еще назвал почтеннейшим? Впрочем, у селяня не было настроения допытываться до сути, он со всей учтивостью произнес: «Вы местный дух земли, стало быть, хорошо знакомы с окрестностями. Не поможете мне отыскать двоих человек?» С такими словами принц сунул руку в рукав, чтобы достать несколько золотых листков в качестве подношения. Однако дух земли, заметив его жест, поспешно замахал руками: «Не нужно, не нужно, не нужно. Кого вы хотите найти?» Дух весьма кстати отказался от подношения, потому что селянь так ничего и не обнаружил в рукаве. «Я ищу своих слуг, Фэн Синя и Муцина». Лицо духа земли вдруг сделалось очень странным. «В чем дело? Есть какие-то затруднения?» «Нет, нет, 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 затруднений нет. Только что же это происходит с его высочеством? Прошло 800 лет, а он все зовет генералов Наньяна и Сюаньчжэня своими слугами. Интересно, не рассердятся ли двое генералов, узнав об этом? Ох, ладно, пусть сердятся, не страшно. Намного страшнее будет, если не позаботиться как следует об этом просителе, и рассердится уже кое-кто другой». Подумав об этом, дух земли ответил: «Прошу вас немного подождать здесь, я сейчас же найду их для вас, благодарю за труды», — ответил принц и склонился в поклоне, но, подняв взгляд, увидел, что дух земли уже исчез. Селянь чувствовал, что голова все еще охвачена жаром, и прикрыл лоб ладонью, а спустя какое-то время перед ним раздался недоумевающий голос: «В чем дело?» Подняв голову, селянь увидел Фэн Синя и Муцина. Однако это были не те Фэн Синь и Муцин, которых он знал. На самом деле их облик остался прежним,
но сам настрой и манера держаться совершенно переменились. Они уже не походили на тех неотесанных мальчишек, напротив, приобрели облик генералов, проведших много лет на поле боя. К тому же на обоих красовались довольно роскошные черные одеяния, не похожие на те, что могли позволить себе простолюдины. По крайней мере, Селянь никогда не видел их в подобном наряде. Вопрос задал Фэн Синь, который приблизился и добавил: «Ваше Высочество, что ты здесь делаешь в одиночку?» Селянь, озадаченно помолчав, сказал: «Это я должен спросить, куда вы двое подевались? Вчера вечером я велел вам играть в слова на улице. Почему утром я даже тени вашей не увидел?» На лицах Фэн Синя и Му Цина появилось такое же странное выражение, как у того духа земли, словно они не могли понять, о чем говорит принц. Селянь, у которого уже раскалывалась голова, продолжил: «И еще, во что это вы вырядились? Что, в конце концов, происходит?» Фэн Синь, поглядев на себя, озадаченно спросил: «А что не так с одеждой?» «Вроде бы все нормально». Му Цин вмешался: «О чем ты? Совсем разум проспал. Вообще-то вчера вечером меня не было подле тебя». Принц схватился за голову. Ему хотелось громко закричать, но он заставил себя успокоиться, поразмыслил немного и сказал: «Я, кажется, понял. Вы, как и я, подверглись магическому воздействию темной твари». Выражения лиц двоих небожителей становились все более странными. «Я что-то запутался», — пробормотал Фэн Синь. «Ваше Высочество, лучше скажи, зачем вызвал нас?» Му Цин, закатив глаза, перебил: «Тут и спрашивать нечего. А я еще подумал, почему он вдруг позвал меня, а не этого своего. Вероятнее всего, мозгами повредился». Селянь совершенно не понял, о чем тот говорит. «Какого еще этого?» Советника Фэн Синь и Му Цин молча переглянулись, затем последний шагнул к принцу и позвал: «Ваше Высочество». «Что, у меня что-то с памятью плохо? Не напомнишь, чем мы занимались последние несколько дней? Разве мы не проводили все дни в тренировках в монастыре Хуанцзи, где Хуачен?» Услышав это имя, Селянь ощутил что-то знакомое, однако, поразмыслив, все-таки решил, что слышит его в первый раз, поэтому озадаченно спросил: «Хуа Чен, кто это?» Воцарилось долгое молчание. «Хорошо», — произнес Му Цин. «Я понял». Он сделал знак взглядом и отошел посовещаться вместе с ошарашенным Фэн Синем. Селяню их поведение вдруг показалось немного подозрительным, он насторожился: «Что ты понял? О чем вы говорите?» Закончив обсуждение, двое вернулись к нему, и Фэн Синь сказал: «Ваше Высочество, идем с нами». Селянь насторожился еще сильнее. «Куда?» — Му Цин ответил: «Отведем тебя к тому, кто может решить случившуюся с тобой проблему». «Идем», но теперь принц, охваченный немалыми подозрениями, начал отступать прочь. Му Цин, заметив, что тот, похоже, собирается сбежать, велел: «Не убегай». И выкинул с ладони пучок божественного сияния, чтобы связать принца. Но разве Селянь мог сейчас стоять на месте? Он со всех ног бросился на утек. Когда это случилось, у Фэн Синя и Му Цина голова пошла кругом. Они помчались в погоню, на ходу перекрикиваясь: «Твою мать! Да твою ж мать! Что это с ним?» Если он потерял память, не могло же это достигнуть таких масштабов. Одним махом выкинуть из головы 800 лет. Наконец. Кончилось тем, что он объелся своей стрепни и повредился умом. Не может быть. Боюсь, он отправился за порог в одиночку и повстречался с непредвиденной опасностью. Нужно поскорее найти его. Его теперешнему сознанию всего 17 лет. Даже в такой момент Му Цин не удержался от насмешки. Ага. Наивный и непосредственный, глупый и избалованный 17-летний его высочество, наследный принц, подожди. Нужно сначала сообщить ему. Скорее сообщим ему, случилась такая напасть, и, разумеется, первым делом необходимо уведомить того самого. Селянь на одном дыхании пробежал больше 20 ли, и лишь остановившись, наконец немного отдышался. Принцу казалось, что он по-прежнему плутает в тумане чьей-то западни, но никак не может из нее вырваться.
Что же, в конце концов, происходит, это ненормально. Совершенно ненормально, ему ли не знать, какова истинная сила Муцина? Чтобы заполучить то божественное сияние, ему понадобилось бы совершенствоваться несколько сотен лет. Разве это мог быть настоящий Муцин? Наверняка самозванец, и он сам. Он тоже вел себя ненормально. Принц заметил не сразу, но бежал он легко, словно летящая ласточка. Конечно, он и раньше обладал подобным мастерством, однако сейчас сделался еще быстрее, еще сильнее. Все было не так, спокойствие, спокойствие, только спокойствие. Селянь вдруг вспомнил, что Муцин только что, кажется, упомянул одно имя. Принц пробормотал вслух «Хуачен». По неизвестной причине это имя, хоть и должно было быть незнакомым, но когда слетало с его губ, заставляло что-то в душе едва ощутимо шевельнуться, словно в потайном уголке его сердца раскрывался цветок. Поэтому принц, не сдержавшись, повторил это имя многократно, раз за разом. Хуачен, Хуачен, Хуачен. Должно быть, это очень важная личность, которая, возможно, является ключом к разгадке случившегося с принцем. Необходимо его найти. Приняв такое решение, Селянь направился в сторону города. Когда принц только-только осознал, что с ним произошло, он совершенно не мог этого принять, но прошло менее часа, и ему немного стало легче. Несмотря на крайнее физическое и моральное недомогание, он находился в западне, которая не давала ему времени на лишнее беспокойство. Настоящие Фэн Синь и Муцин куда-то исчезли, из чего легко сделать вывод, что тайный злодей обладает исключительными способностями. Необходимо сейчас же воспрянуть духом и докопаться до истины. Поэтому, когда принц добрался до ближайшего поселка, выражение его лица уже приобрело привычный вид. Зайдя в первую попавшуюся чайную, Селянь поднялся на второй этаж и сел у окна, однако у него не было настроения пить чай. Взяв со стола стакан, он посмотрел на осадок, который не вытерли со дна. От одного взгляда на принца накатило утомление, и он отставил стакан в сторону. В чайной сидела прелестная и грациозная девушка, которая обнимала пипу, исполняла на ней плавную мелодию и пела, словно иволга. Мужчины, сидящие вокруг, и старые, и молодые, глядели на нее с ухмылками. Сперва зазвучала обыкновенная местная мелодия, что-то про девушку, которая ранним утром вышла собирать цветы, но вскоре какие-то старики заголосили: «Скукота, не хотим это слушать, давай другую, да. Эта песня нам не по нраву, другую, сыграй вот эту». Певунье ничего не оставалось, как повиноваться. Она, легко щипая струны, заиграла немного игривый мотивчик романтической окраски, тягучий и мягкий, настолько мягкий, что от него краснели щеки, а сердце стучали чаще. Зрители, наконец, остались довольны и принялись выкрикивать одобрение. Селянь же, сидя в самом углу второго этажа окна, в отличие от них, чувствовал себя весьма неуютно. И если внимательно прислушаться к словам, в песне пелось о молодоженах, которые проводили страстную и нежную брачную ночь. Вот уж поистине смелая откровенность. Селяню ни разу не приходилось слышать столь непристойные песенки в императорской столице. В прошлом такие мотивы пролетели бы развратным ветром мимо ушей принца, поскольку не имели к нему ни малейшего отношения, и он в жизни не задумался бы о подобном. Но теперь все было немного иначе. И хотя принц нисколечко не помнил, как это случилось, все же теперь оно стало для него реальностью. Поэтому подобное музыкальное сопровождение наводило на совсем иные мысли. Кроме того, Селянь заметил нечто страшное, и его помыслы абсолютно перестали ему подчиняться, слова песни лишь заводили легкомысленную тему, которую принц в душе с легкостью развивал в полной мере. В его сознании непрерывно возникало множество обрывочных картин, к примеру, тесно переплетенные пальцы рук, обвязанные красной нитью, прерывистое дыхание и стоны, напоминающие мольбы о пощаде, а также мужской шепот, похожий на соблазняющие речи. Что это такое? Что это вообще такое? Селянь, охваченный стыдом и гневом, закусил губу и сжал кулаки. Еще немного, и он не выдержал, с силой ударил рукой по столу. Громкий стук испугал сидящих за ближайшими столами гостей,
которые тут же уставились на принца. Селянь наконец опомнился и тихо извинился, всей душой желая просто заткнуть уши руками и ничего не слышать. Принц подумал, что если девушка продолжит петь, ему придется покинуть чайную, как вдруг песня оборвалась, женский визг вырвал Селяня из размышлений. Принц резко поднялся, увидев, что девушку окружила целая толпа, явно собираясь протянуть к ней свои лапы. Певица, прижимая к себе инструмент, от испуга вскочила и жалобно вскрикнула: «Господа, прошу вас, слушайте песни без рукоприкладства». Несколько мужчин принялись уговаривать: «Что с того, если мы тебя потрогаем? Все равно мы наверняка не первые. Ни за что не поверю, что пока ты себя продаешь, к тебе никто не притрагивался». От гнева у девушки покраснели глаза. Она возмутилась: «Что значит, я себя продаю? Я продаю свои песни, а не тело», но мужчины не собирались слушать ее объяснения. Ха! Оправдывается, словно невинная мученица. Если и впрямь такая целомудренная, не вышла бы себя продавать, вот именно. Да еще поет такие песенки, завлекая народ. А теперь отказывается работать. Что ты строишь из себя невинность? Умираю со смеху, от злости девушка, казалось, готова была лишиться чувств. Ее голос дрогнул: «Это ведь вы велели мне исполнить, я только из-за вас запела эту песню», но что бы она ни говорила, злонамеренные слушатели всегда находили, что возразить. «Мы велели, и ты исполнила. Такая послушная. Значит, ты в душе сама давно хотела спеть, чтобы соблазнить кого-нибудь». Селянь не мог больше слушать. Он и без того едва сдерживал гнев в сердце, а теперь и вовсе вышел из себя. Мелькнула белая тень, и оголтелые мужчины еще ничего не успели понять, как редком повалились на пол. Заводила среди них, валяясь кверху задом, разразился бранью: «Ты еще что за дрянь такая? Как смеешь переходить нам дорогу?» Селянь закрыл собой девушку, хрустнув костяшками пальцев, но его лицо осталось по-прежнему невозмутимым. Он с нажимом произнес: «Не выходите за рамки дозволенного. Женская красота, подобная цветку, способна затронуть любое сердце хоть ненадолго. Но относиться к ней без должного уважения гнусно и позорно». Кто-то выкрикнул, ясно как белый день, что она сама выбрала такую песню. Ей, значит, можно петь, а нам нельзя дотронуться. Селянь отчеканил: «Именно так. Она может петь, но вам прикасаться к ней не позволено». Еще не стих звук голоса принца, а 7-8 здоровенных мужчин оказались сброшены им со второго этажа и шлепнулись задом на пол. Полет их был страшен, и хотя на самом деле никаких тяжелых увечий Селянь им не нанес, этого хватило, чтобы напугать смутьянов. Поскольку никто так и не разглядел, что же именно он сделал. Как при этом можно говорить об ответном ударе? Позабыв обо всем, мужчины бросились наутек. Тем временем Селянь наверху обернулся, и певица с благодарностью поднялась и отвесила ему поклон. «Я очень признательна Даачжану за спасение, для меня это сущие пустяки». «Девушка, вы собираетесь остаться здесь?» Певица кивнула, и Селянь ответил тем же: «Хорошо. Тогда продолжайте петь». Договорив, он сел на свое место, отбросил полы халата, сел как положено и остался присматривать за обстановкой. Другие мужчины, видя, что он не уходит, а продолжает наблюдать за ними, действительно не посмели снова приставать к девушке. Певица, разгадав его замысел, преисполнилась благодарности и вновь переливчато запела прежний мотив, простую и веселую песенку здешних краев. Селянь налил себе чаю и вознамерился выпить, но, опустив взгляд и вновь увидев на дне стакана темные следы от заварки, на мгновение замешкался. Ему все же не удалось преодолеть себя. Принц со вздохом поставил стакан на стол, невзначай обернулся и тут же замер. Через улицу напротив, в другом, более роскошном красном здании трактира, в одиночестве сидел человек. Высокий и стройный мужчина в красном одеянии. Его глаз закрывала черная повязка, что делало его образ несколько необузданным, но не умаляло всей красоты. Наряд краснее клена, кожа белее снега, в руке серебряная винная чарка, такая же сверкающая, как и его серебряные наручи. С одного взгляда он привлекал к себе внимание,
а сейчас как раз посмотрел в сторону Селяня, издалека переглянувшись с ним. Заметив, что Селянь смотрит на него, мужчина чуть улыбнулся и приподнял чарку, словно чествуя принца вином через разделяющее их расстояние. Сам не зная, почему, от этого соприкосновения взглядами Селянь почувствовал, что через тело будто прошел разряд молнии, и принц торопливо отвел глаза. Но как бы он ни старался сделать вид, что ему безразлично, сердце все равно забилось как бешеное. Что поистине странно. Мужчина действительно обладал ослепительным шармом и некой загадочной притягательностью, однако принцу и раньше доводилось встречать элегантных мужчин, подобных ему. Почему же именно на этого у Селяня возникла такая реакция? Поразмыслив еще, принц отбросил это суждение. Потому что оно изначально было неверно. Ведь если припомнить как следует, ему и впрямь никогда раньше не доводилось встречать настолько элегантных и красивых мужчин. Подумав об этом, Селянь про себя решил, что такую личность повстречать не так уж легко, поэтому лучше уделить ему побольше внимания, и вновь повернулся к окну. Однако на сей раз мужчина в красном исчез. Вот так взял и исчез. Словно яркий кленовый лист, мягко слетев с дерева, игриво промелькнул перед глазами, озарив взгляд, а потом пропал. Словно это была не реальность, а лишь мимолетная иллюзия. Вновь сдержанно поглядев на роскошное здание трактира и не увидев ни тени незнакомца, Селянь наконец сдался. И, наверное, из-за легкого разочарования, тихо вздохнул и потер точку между бровей, про себя говоря: «Ну ладно». Но вот какая неожиданность, стоило принцу повернуться, и он увидел, что в какой-то момент перед ним кое-кто возник. И теперь сидел, подперев щеку ладонью, и внимательно смотрел на него. Их взгляды встретились, Селянь слегка опешил, а незнакомец, посмеиваясь, произнес: «Дачжан, не угостишь ли меня чаркой вина?» Это был тот самый мужчина в красном наряде, который только что издали поприветствовал принца вином.